Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертвоглу турецкие узоры. Что у меня сегодня? Сегодня у меня вот такие тапочки. Вперед связан тунисским вязанием. Остальной весь тапочек, подошву, боковушки я связала косой резинкой. Она получается плотная. Как раз тунисское вязание и плотность боковушки и подошвы совпадают. Поэтому в этот раз выбрала такой узорчик. Обвязала в этот раз одинарная у меня окантовочка такая вот. Платочная вязка ее сделала. Вверх вот сделала такие цепочки крючком. Ну, потом покажу все. Начинала вязать с мыска. Сейчас я вам ряд за рядом покажу этот узор, как он вяжется для тех, кто в начале пути, так сказать. Значит, такой тапочек сегодня будем вязать. Что я для этого взяла? Значит, у меня вот основные нитки. Где-то бумажка. Основные нитки, они все одной марки у меня. Это акрил стопроцентный, 240 метров в 100 граммах. Крючок я использовала номер 2,5. Вот такой у меня крючок. Спицы тоже 2,5. Вы можете вязать тройкой. И крючок можете взять номер 3. Единственное, что тогда, если будете вязать тройкой, вот этот вот мысок на одну пару петелек по бокам можно уменьшить, чтобы был чуть поуже, потому что на тройке будет шире выглядеть. Ну, сориентируйтесь по своему размеру. Что я еще взяла? Значит, у меня 3 оттенка вот таких голубых цветов. Голубой, синий, средний. 2 зелененьких, белый. Ну и середину цветочка, каким хотите, можете сделать. Можете желтым сделать, можете коричневым, красным. Это уже что найдете. Вот, что нашла в запасах, подобрала цвета. Значит, так, вязала я по схеме. Вот у меня такая схема. Конкретно я выбрала вот этот цветочек. Но только я убрала некоторые вот листики, я поубирала. Вот это вот я убрала. Что тут еще? Что-то еще. Вот это вот убрала. Ага. Я потом, как всегда, вставлю схему под фотографией на своей странице. Так, это я держу ее. Можете ее заскриншотить. Угу. Значит, что? Начнем тогда. Начну я вязать с мыска 15 петель. Наберу цепочку из 15 петель. Провяжу 7 рядов. Начну с самого начала. Набираем цепочку. Вот и не набрала. Сильно не затягиваю, чтобы потом можно было ввести крючок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь вот не в первую, а в каждое звено цепочки вытягиваю петельку. И так до конца. Вытягиваем петельки. Дошла до конца ряда, набираю последнюю петельку, потом вот эту вот ниточку подтянем, чтобы не было дырочки, и возвращаюсь обратно в начало ряда, захватываю ниточку и по 2. Я возвращаюсь так, протягиваю ниточку, протягиваю вот первая, вторая. В первом ряду, как я уже говорила, я прибавок накидов не делаю. Сильно здесь ниточку крайнюю не вытягивайте, чтобы она потом у вас волнисто не была. Первая петля на спице, вторую провязала, накинула. И дальше иду до конца ряда. Такой же накид сделаю в конце. Поднимаю задушку, протягиваю. Ввела спицу, вот, захватила, вытянула.
Так, идем до конца. Остается у нас последние 2 петельки. Делаю накид. И под 2 дужки. Вот смотрите, вот крайние сейчас. Вот 2 дужки. Вот они. Вытягиваю. Возвращаюсь с начала ряда. Буду делать прибавки в каждом ряду. Когда у меня будет на спице 27 петель, я начну вводить узор. Это с самого начала, если посчитать, с первого ряда должно быть 7 рядов. Все, возвращаемся в начало ряда. И так провяжем, пока не будет 27 петель. Ну, с одной стороны, можно... Посмотрите, какая у вас будет высота. Можно чуть ниже начать, можно начать чуть выше. Это не очень страшно. Я просто рассказываю, так как вязала я, где я что начинала, где я как прибавляла. Петля на спице. Первую провязали, сделали прибавку и дальше до конца ряда. Такие же прибавки делаем в конце ряда, то есть в начале и в конце. Давайте дойдем до начала узора, а потом начнем вязать вместе узор. А я пойду пока нарежу ниток для узора. Я отрезаю метра по 1,5 каждого цвета и на каждый участок подключаю отдельную ниточку. Ну, по ходу вязания я буду говорить, где я подключила новую нитку. Потом, девочки. Хорошо, вяжем до конца, провяжем 27 петель, чтобы у нас было. Значит, 7 ряд. Это будет первый ряд узора. Я провязала 9 петель основным цветом с накидом вместе. 9 петель провяжем. Дальше ниточку вот так вот проведем между петельками. Темно-зеленый цвет. Я дальше так и буду называть. Светло-зеленый, темно-зеленый. 9 петель основным цветом. 1 петелька темно-зеленого. Провязали. 4 петли желтым. Одна петля темно-зеленым. И оставшиеся до конца 12 петель провяжем основным. У меня это темно-желтый цвет. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид 10, 11 и последняя под 2 дужки 12. Возвращаемся в начало ряда. Желтый над желтым, зеленый над зеленым. Первый ряд я показываю, возвращаюсь, дальше показывать не буду, только ряды узора. По 2 петельки возвращаюсь.
Так, следующий, второй ряд узора я буду вязать без накида. Вот довязали до конца. Сейчас начнем второй ряд узора. Провяжем второй ряд узора, провяжем основным цветом 9 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь я ввожу светло-зеленый цвет. Одну петельку светло-зеленым. Две петельки темно-зеленым. Одна основным цветом. Две голубых. Не бойтесь, хвосты все попрячем. Будет все окей, чисто аккуратно. Они только в начале ряда будут. Я из хвостика провяжу вторую петельку. Две голубых, одна темно-зеленая, две основным цветом, три голубым, три основным цветом, вот накид поднимаем, одна светло-зеленая, можете ее протянуть, можете ввести новую. И последних две основным цветом. Дальше у нас по узору желтый будет встречаться только на краях, поэтому я основной цвет разделю на два клубочка. Под две дужки. Возвращаемся обратно в начало ряда. Желтый над желтым, синий над синим. Я когда вяжу первый без камеры, то через каждые три перекидываю петельки, протяжки такие вот, чтобы не были большие, делаю. Ну, а сейчас на камеру и так надо стараться уследить за всеми цветами, поэтому иногда про протяжки забываю, но вы стараетесь вдоль вязания их перебрасывать, чтобы больше 4 петель протяжек не было. Сейчас я вам покажу готовый тапочек, как у меня там выглядит изнанка. Вяжем возвращаемся в начало ряда. Третий ряд узора. Мы его будем провязывать с накидом. Первые 10 петель провяжем основным цветом. Следующая одна светло-зеленым. Две темно-зеленым. Одна голубая. Одна белая. Подключаю белый цвет.
Одна белая, 2 голубых, одна основным цветом, 2 голубых, две белым, одна голубым, две светло-зеленым, так, где у нас тут основной цвет? Две светло-зеленым, одна темно-зеленая, и последние 3 основным цветом. Нам нужно сделать накид. Раз, два. Сейчас я последнюю вытяну. За столом неудобно, крючок плохо разворачивается. Под 2 дужки вытянула. Это был 3-й ряд узора. Возвращаемся обратно. 2 вместе. Накид провязали. Подтягиваем. Возвращаемся в начало ряда. Белый над белым, зеленый над зеленым. Вот так у нас получается. Вернемся в начало ряда. 4-й ряд узора. Я его провяжу без добавок. Первые 11 петель провяжу основным цветом. Дальше одна светло-зеленая, одна голубая, три белым, сейчас, минуточку, одна голубая, одна темно-зеленая, одна голубая, четыре белых, одна голубая, одна темно-зеленая, последних 4 петли я провяжу основным цветом. Раз, два, три и 4-я кромочная. Возвращаемся обратно в начало ряда. Это был 4-й ряд.
Вяжем, в начало ряда идем. Пятый ряд узора. Я буду его вязать без добавки, без накида. Первые 5 петель основным цветом провязала. Следующая одна темно-зеленым. 5 основным цветом. Одна светло-зеленая. Одна голубая. 4 белым. 4 белым. 2 голубым. 4 белым. 1 голубым. 2 светло-зеленым. 3 желтым. Последние 3 петельки основным цветом. Это был 5-й ряд узора. Возвращаемся обратно в начало ряда. Возвращаемся в начало ряда. 6-й ряд я буду вязать с добавкой, с накидом. Значит, я мысок буду расширять верхнюю часть. У меня получится 33 петли. Высоту у меня будет 30 рядов. Если это у меня какой размер? 38-39, как всегда, стандарт. Если размер меньше, то, соответственно, верхнюю часть на 2 петельки можете сделать меньше. Ну и точно так же подошву. Значит, 6-й ряд. Первая на спице. Одну провязала. Накид. Всего 5 желтым. 3, 4, 5. 2 светло-зеленым. Я когда возвращалась обратно, отсюда ниточки протянула, перекинула, чтобы не было большой протяжки. 2 светло-зеленым. 1 темно-зеленым. 1 основным цветом. 2 голубым. 2 желтым. 2 основным цветом. 1 голубая. 5 белым. 3, 4, 5. 5 белым. Теперь у нас будет новый цвет. 2 темно-синим.
Так, 2 темно-синим, 3 белым, 1 голубым, 3 светло-зеленым, 3 светло-зеленым и 3 последних с накидом основным цветом провяжем и вернемся в начало ряда. Я сейчас перейду на 2 крючка. Сидя на диване одним крючком нормально, а вот за столом вязать, снимать одним крючком тяжело. Поэтому буду снимать на 2, хотя я вяжу одним. По 2 петельки возвращаемся в начало ряда. Это был у нас 6-й ряд. Вот такой у нас получается. 7-й ряд. Я буду его вязать без накида, без прибавки, добавки. Первые 6 петель основным цветом. 1 светло-зеленым, 1 темно-зеленым, 1 голубым, 2 белым, 1 голубым, 1 темно-зеленым, 1 голубым, 4 белым, 1 темно-синим, 2 белым, 1 темно-синим, 1 белым, 1 голубым, 1 желтым основным цветом, 1 темно-зеленым, 1 темно-зеленым. Так, что у нас тут осталось? 2 светло-зеленым. И последние 3 основным цветом. У меня это желтый. Это был 7-й ряд. Раз, 2, 3. Вот так вот. Возвращаемся в начало ряда. 8-й ряд. Я его буду вязать без добавки.
Первые 7 петель провяжу основным цветом. Дальше 1 голубая, 4 белых, 1 голубая, 1 темно-зеленая, 2 голубым, 2 белым, 2 голубым, 1 белым, извините, 2 голубым, 1 белым, 1 темно-синим. 1 белым, 'Дальше провяжем серединку цветочка. Каким вы цветом хотите, оранжевым, красным, желтым. Я серединку провяжу вот таким кирпичным цветом, что нашла. 1, 2. Я его назову оранжевым. 2 оранжевым, 1 белым, 2 синим, 2 основным цветом, 1 темно-зеленым, 1 светло-зеленым, последних 3 петли провяжем основным цветом. Вернемся в начало ряда, это был 8 ряд. 1, 2, 3. Все, возвращаемся в начало ряда. Девятый ряд. Это у меня будет последняя прибавка. Провяжу 6 петель основным цветом вместе с добавкой. 2, 3, 4, 5, 6. 2 петельки светло-зеленым. 1, 2. 1 голубым. 3 белым. 2 темно-синим. 2 голубым. 1 белым. 1 голубым. 1 темно-синим. 1 темно-синим провязала. 1 белым. 2 оранжевых.
Одна белым. Одна темно-синим. Две голубым. Так, две голубым. Что у нас? Дальше две основным цветом. У меня это желтый. Раз, два. Одна светло-зеленая. И 4 последних с добавкой основным цветом. Раз, два, накинули. Три. Четвертая кромочная. Возвращаемся в начало ряда. Это был 9-й ряд. У меня 33 петли. Возвращаемся в начало ряда. 10-й ряд. Добавок больше у меня нет. Первые 5 петель я провяжу основным цветом. Дальше 4 светло-зеленым. Один голубым. Одна голубым. Один белым. Что я как не русский разговариваю? Одна темно-синим. Две белым. Одна темно-синим. Две белым. Одна голубым. Одна белым. Одна темно-синим. Две белым. Одна темно-синим. Три белым. Одна голубым. Шесть основным цветом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять и шестая кромочная. Все, это был 10-й ряд. Возвращаемся в начало ряда.
11 ряд, первые 4 петли провяжем основным цветом. Дальше 2 светло-зеленым. 2 темно-зеленым. 2 голубых. 1 синяя, темно-синяя. 1 белая. 1 цветочка провяжем 2 оранжевым. 1 белым. 1 синим. 2 белым. 1 голубым. 1 белым. 2 темно-синим. 5 белым. 1 голубым. 1 последние 5 петель мы провяжем основным цветом. Раз, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в начало ряда. По 2 петельки. Это был у нас 11 ряд. 12 ряд. Первые 4 петли я провяжу основным цветом. 1 светло-зеленая. 2 темно-зеленых. 1 светло-зеленая. 1 голубая. 1 белая. 1 темно-синяя. 1 белая. 2 оранжевых, серединка. 1 белая. 1 синяя. 2 белых. 1 голубая.
2 белых, 1 голубая, 5 белых, так, 5 белых, 1 голубая, 1 светло-зеленая, 4 основным цветом. Раз, 2, 3, 4. Возвращаемся в начало ряда. Это был у нас какой? 12 ряд. 13 ряд. Первые 4 петли провяжем желтым цветом, основным цветом. Дальше 1 темно-зеленая, 2 петли основным цветом, 1 голубая, 3 белым, 1 синим, 2 белым, 1 синим, 4 голубым, 2 белым, 1 голубым, 4 белым, 1 голубым, 1 темно-зеленым, 1 светло-зеленым, 4 основным цветом. Последние 4 петельки основным цветом. Это был 13 ряд. Возвращаемся в начало ряда. По 2 петельки возвращаемся в начало ряда. Вот такой у нас получается. 14 ряд. Продолжаем наше вязание. Вот такой цветочек у нас вырисовывается. Что у меня сзади? Сзади, ну вот так вот. Немножко тут накосячила, но пойдет. На камеру все-таки вяжу быстренько. 14 ряд. Первых 6 основным цветом. Первых 6 петель провязали основным цветом. 1 темно-зеленая,
1 голубая, 4 белых, 2 синих, 2 белых, 2 голубых, 3 белых, 2 голубых, 2 белых, 1 голубая, 1 основным цветом, 1 темно-зеленая, 1 светло-зеленая, 4 основным цветом. Последние 4 петельки. Раз, два, вот так вот. Это был 14 ряд. Возвращаемся в начало ряда по 2 петельки. Пятнадцатый ряд. Первые 6 петель мы провязали основным цветом. 3, ой, подождите. 2, 4, 6. 6 петель основным. 1 темно-зеленая. 2 голубым. 2 белым. 2 голубым. 3 белым. Одна голубым. 1 темно-зеленым. Вот смотрите, что теперь я забыла ее протянуть, и это далеко. Что я сделаю? Я возьму крючок и подтяну ее, проведу к нужному месту. Вот так вот. Это в том случае я делаю, если я ее потеряла, где-то эту нитку забыла провести. Поэтому нитки у меня отрезанные на каждый участок, как вы видите. Голубая здесь, белые, чтобы не было сильно утолщений плотных много. Так, 6 желтых, 1 темно-зеленая, 2 голубых, 2 белых, 2 голубых,
3 белых, 1 голубая, 1 темно-зеленая. 1 голубая, 1 белая, 2 голубым, 1 основным цветом, 3 голубым, 1 основным цветом, 1 светло-зеленая, 5 петель мы провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Это был 15 ряд. Возвращаемся в начало ряда. Шестнадцатый ряд. Первые 5 петель провяжем основным цветом. 5. Дальше 3 темно-зеленым. 3 голубым. Основную нить проведем, она нам пригодится сейчас. 3 голубым провязали. 1 основным цветом, 2 голубым, 1 белым, 2 голубым, 2 голубых провязали, 1 темно-зеленым, 1 основным цветом, 2 голубым, 1 последние 12 должны быть основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Их провязываем основным цветом. Вот так вот. Идем до конца ряда основным цветом и вернемся в начало ряда. Все, 12 основным цветом провязали. Возвращаемся обратно. Так, ну тут мне тяжело развернуться. Так, это какой у нас был 16 ряд? Осталось совсем чуть-чуть. 17 ряд. Провяжем первые 12 петель основным цветом.
Дальше 5 петель голубым. Одна темно-зеленая. Две основным цветом. Одна светло-зеленая. Одна темно-зеленая. Две светло-зеленых. И оставшиеся петли 9, у меня 9, я провяжу основным цветом. Если вы делали мысик меньше петель, то у вас, соответственно, по краям количество петель будет отличаться от моего. У меня расширила до 33, поэтому говорю столько, сколько есть. 3. Идем до конца основным цветом и возвращаемся в начало ряда. Это мы провязали 17 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда. 18 ряд. Провяжем 15 петель основным цветом. Дальше 1 голубая, 1 темно-зеленая, 2 основным цветом, 1 темно-зеленая, 2 светло-зеленых, 1 темно-зеленая, 2 светло-зеленых, 8. Оставшиеся петли, у меня 8 петель, провяжем основным цветом до конца ряда. Вернемся в начало ряда. Это был 18 ряд. До конца ряда идем основным цветом. Вяжем. 19 ряд. Первые 19 петель я провязала основным цветом. У нас остался последний листик. Сейчас вывяжем. 2 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 2 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. Оставшиеся петли провяжу основным цветом до конца ряда. 7, 8. 8 петель у меня. Вот так вот. Провязываем основным цветом до конца ряда и возвращаемся в начало ряда. 20 ряд. Заканчиваем листик. 20 петель я провязала основным цветом. Вот дошла до начала листика. Теперь 2 светло-зеленым. 1 основным цветом.
2 темно-зеленым, 1 светло-зеленым, 'Ой, хоть бы хватило. Оставшиеся петли до конца ряда провязываю основным цветом. Это был 20 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда. Вот так вот. Вяжем последний ряд, 21 ряд. Первые 19 петель я провязала основным цветом. Дальше листик 2 светло-зеленым, 3 основным цветом, одна светло-зеленым, и оставшиеся до конца ряда вяжем основным цветом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 у меня. Ой, не верю, что все закончили, что ли, узор. Сейчас сравним. Так, подождите, 2 здесь, 1 здесь. Да, девочки, все, узор закончили. Смотрите, вот. Потом можете смотреть на этот и связать в зеркальном отображении, отражении. Можете связать точно так же. Я схемку, как я уже сказала, вставлю в комментарии под фотографией. Значит, что мы делаем дальше? Я провязала дальше основным цветом 3 ряда. С 4 ряда я петли закрою. Вы, смотрите, хотите высокий мысок, провяжите повыше. Так, сколько у меня сейчас здесь получилось? Ну вот у меня 10 нету, 9,8. Поэтому я провяжу еще немножко. Вообще-то мысок должен быть 13 сантиметров, я где-то читала. Но у меня все время получается разное. Вот он, получился у меня 11,5 сантиметров. Так что провяжем, сколько вы хотите еще сверху рядов. Начнем закрывать петли на мыске. Я к вам вернусь. Вернемся сейчас обратно. Так, что мы потом еще сделаем? Вот это что у нас тут такое сзади. Попрячем все ниточки. Подтягиваем ее, подтянули. Узлы я не завязываю. Просто хорошо под ниточками крючком вот так ее подтягиваем. Вверх-вниз проводим. Если вы видите, вот здесь немножко уплотнение у вас образовалось, а здесь пустота, тогда вот в эту пустоту протяните этот хвостик. Закройте эту пустоту этим хвостиком. Ой. Ай, крючок, крючок. И все, и просто обрезаю его. Потом хорошо его протянула, подтянула. Он не выскочит. Я вот в машинке их стираю. Нормально все. Вот, вверх-вниз. Спрятали, попрячем эти хвостики. Длинную протяжку перекрыла. Вот так вот его. И все. Потом что еще? Здесь многоцветие у нас идет. Вроде бы цветочек не сложный, а они так много. Значит, что я вам посоветую? Потому что немножко вот оно такое волнистое. Вот сейчас провяжем мысок. Я ложу сверху такое тяжелое мокрое полотенце, банное такое большое, сворачиваю его в несколько раз и просто сверху его придавила на несколько часов.
Все, как из-под утюга потом будет. Ну и подсушить, конечно. Сейчас, так как я вяжу, мне делать это некогда. А вообще я вот так вот делаю. Все петелечки выравниваются. Ну, это такое у меня ВТО. Можно, конечно, весь потом тапочек намочить, разложить все хорошо. Но я делаю, когда мысок мы закрываем, я этот мысок сразу все зачистила, разложила хорошо. Можно побрызгать, размочить. Но я ложу тяжелое же, говорю, полотенце, оно под этим грузом это сама выравнивается все отлично. Формочку ему придали, и потом пойдем вязать дальше. Ага, натарахтела. Хорошо, давайте закончим свой мысок и начнем вязать подошву. Довязали мы наш мысок. Теперь закрываем петли по краю. Вот так вот протягиваю через 2 петельки. 1 петля на спице. Подхватила и через 2 петельки протянула. Все, закрыли. Теперь будем вязать подошву. У меня 33 ряда в ширину, 33 петли в ширину, 30 рядов у меня в высоту. Значит, дальше, что я вам хотела еще сказать. Вот я вязала по этой схеме, смотрите. Здесь вот эти цветочки, они вот так вот отдельно темной ниточкой, еще контур обведен. Так что, если кто-то захочет, можете потом, вот пока не начали вязать подошву, провести вот так вот тоненькой ниточкой, контур сделать, будет, ну, более красивше. Так что это кто как хочет. Можете делать, я решила не делать. Посмотрю, может потом передумаю, сделаю. Значит так, дальше. Подошву я буду вязать на 13 петлях. Что я сейчас сделаю? Спицы взяла я номер 2,5. Вы можете вязать номером 3. Наберем 13 петель. Так, раз, сейчас, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот с этой петельки. По 2 дужки. Ох, крючок тонкий, постоянно цепляется. Так. Ниточки переброшу сразу. Четыре. 5. 6. 7. 8. Понятно, да? Набираем 13 петель. Ну, посмотрите, можете, кому поуже надо, можете 11 петель набрать. Можете 15, у кого мысок, кто любит пошире, чтобы был мысок. Я всегда в этом районе набираю 13, 15, 2, 4, 6, ой, 8, 10. Наберем и с изнаночной стороны провяжем резинкой. Понятно, да? Набираем до конца вот так вот 13 петель.
Набрали нужное количество петель, у меня это 13. Разворачиваем и обратную сторону. Вот я хвостик протянула, сейчас я его обрежу. Обратную сторону буду вязать резинкой. Начну с лицевой стороны, первую сниму. Начну с лицевой петли, чтобы у нас на лицевой стороне была первая изнаночная. А потом я через ряд буду делать прибавки по подошве. Так, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Ой. Лицевая, изнаночная. И так идем до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Теперь последнюю петельку взяла на спицу. Что мы сделаем? Провяжем изнаночной 2 вместе. Одну боковую дужку я беру. Здесь первый ряд будет немножко туго идти. Провяжем 2 вместе изнаночные. Тут как раз узелок попадает, поэтому немножко надо постараться. Угу. Вытащили. Так, теперь первая у нас изнаночная. Прибавки я буду делать со следующего ряда. Буду их делать по лицевой стороне. Вязать сейчас буду косыми петлями, как, по-моему, так называется эта резинка. Здесь плохо видно, но вот смотрите, между петельками, вот у нас лицевая, между петельками, наверняка многие знают этот узор, но я еще раз покажу. Между петельками я вытягиваю ниточку и лицевую снимаю. Провожу вперед, изнаночная. Между петельками вытягиваю ниточку, снимаю, изнаночная. Я сейчас пару рядов провяжу, чтобы было более понятно рисунок по рисунку. Изнаночная. Вот у нас дальше идет лицевая резинка. Между двумя, вот в этой петелькой, вводим спицу, вытягиваем петлю. И лицевую я снимаю. Изнаночная. Вытащила петлю, сняла. Изнаночная. Последнюю петельку беру 2 дужки. Вот они. Провязываю вместе лицевой. Вот так вот. Переходим на изнаночную сторону. Первую сняли. Лицевые буду провязывать лицевой. 2 петельки, которые у нас вместе, одна снятая, одна вытянутая, 2 вместе провяжу изнаночной. Лицевая, 2 вместе изнаночной. Лицевая, 2 вместе изнаночной. И так до конца ряда. Расширять я буду. Сколько я расширила? 29 петель я расширила. Вы опять же ориентируйтесь по своему размеру. Ой. С изнаночной стороны провязываю их 2 вместе изнаночной, а с лицевой стороны провязываю 2 вместе лицевой. Сейчас я немножко провяжу, чтобы вам было более понятный рисунок. Я немножечко провязала, чтобы было понятно, где лицевая, где изнаночная.
Значит, прибавки я буду делать по лицу, как я уже говорила. Вы можете делать любым способом для вас удобным. Я вот так вот перекручиваю впереди изнаночной. Первая изнаночная. Вот ввела спицу. Вот дырочка есть под петелькой. Захватила. Лицевую сняла. Следующая изнаночная. Захватила. Сняла. Изнаночная. Спицу ввела. Вытащила петельку. Сняла. Так до конца. В конце сделаю прибавку сейчас. Сняла. Изнаночная. Сняла. Изнаночной. Так, это мы будем лицевой закрывать. Вот так вот перекрутила. Подняла 2 дужки. Провязываю лицевой 2 вместе. Теперь, соответственно, по изнанке, если у меня, вот у меня добавка, если у меня здесь идет лицевая, то я добавку провязываю изнаночной. И наоборот, если тут изнаночная, то я добавку провязала прибавку лицевой. Изнаночной, лицевая. 2 петельки, которые я вытягивала, провязываю изнаночной. Изнаночная, лицевая. 2 вместе изнаночной, лицевая. 2 вместе изнаночной, лицевая. 2 вместе изнаночной, лицевая. И так до конца ряда. Последние 2 закроем изнаночной, 2 вместе. Лицевая. Добавку провязываю изнаночной. Последнюю снимаю. Под 2 дужки поднимаю. Две вместе провяжу изнаночной. Подтянем это все. Вот так вот у нас получается вот такая косичка. Она будет отделять, как бы отделять верх от подошвы, верх от низа. Теперь у нас здесь идет лицевая, изнаночная. И вот мы прибавили, она получается лицевой. Хотите, можете ее провязать. В следующем ряду начать вывязывать. Но я вот всунусь сюда. Вытащила, сняла. Изнаночная, изнаночная. Между 2 петельками. Вытащила, сняла. Все. Вытащила, сняла. Изнаночная. Петельку вытащили. Эту сняли. Так провяжем, пока у нас не закончатся все боковые петли. Расширим до нужной ширины. У меня 29, вы можете 27, 25 сделать. Это я вяжу туже, это сейчас более, чтобы понятнее было. Эта резинка, она, ну, растягивается, да. Плотная, но растягивается. Вот. Смотрите, вот тут я начала, вот здесь закончила прибавки. Через ряд. Я прибавляла через ряд, я вам показала, как я делаю прибавки. И все, довяжем до конца мыска. Дальше я к вам вернусь, наберем петли и таким же узором буду довязывать до пятки. Весь тапочек я вязала этой косой резинкой. Так, провязала я заднюю часть нашей подошвы. Начало, то есть нашей подошвы. У меня 29 петель. Теперь, где я закончила? Вот закончила на этой стороне. Одна петелька у меня здесь осталась. Я сейчас, когда буду возвращаться, ее закрою. Теперь, что мы дальше делаем? Я всего наберу 53 петли. С каждой стороны я доберу по 12 петель.
Значит, я сейчас отсюда набирать не буду. Я считаю 12 звеньев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11. Вот, 12 петель. Протянем вот эту вот ниточку, немножечко свободно, чтобы она была. И когда сейчас буду набирать петли, я ее буду подвязывать. Вот так вот. Теперь под каждой дужкой захватываем. Смотрите, под ниточкой провожу. Одну петельку набрали. Теперь следующую. Первую провела под ниточкой, вторую сверху. Чтобы не обрезать нить, так мы ее примонтируем. Так, 4. 5. Резинка растягивается, поэтому я решила, что 53 петли будет достаточно. Примерила их. Вот под каждую дужку ввожу. Средние петли мы провяжем по узору. Так, 2, 4, 6, 8. 9. 10. 11. И 12-я петелька, последняя. Так, эту сторону набрали, серединку провяжем по узору и также наберем с этой стороны 12 петель. С обратной стороны мы набранные петли провяжем резинкой лицевая и изнаночная. Когда перейдем второй ряд на лицевую сторону, мы все будем вязать косой резинкой узором. Все, средние петли вяжем по узору. И точно так же наберем с левой стороны петли. Провязываем серединку. Понятно, да? Довяжем до конца, наберем с этой стороны петли. Провязали среднюю сторону. Теперь точно так же набираем с этой стороны. Под дужку я набираю 12 петель. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И 12. Разворачиваем наше вязание. Первую снимаю. Первую петельку провяжу изнаночной. Вот эти вот набранные петли мы провяжем
одна изнаночная, одна лицевая. Так, с лица будет изнаночная, с изнанки лицевая. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца спицы. Все эти 12 петель провяжу лицевая и изнаночная. Потом средние петли мы провяжем по узору. И вот эти вот боковые опять провяжем лицевая и изнаночная. Уже по лицевой все будем вязать по рисунку вместе. Понятно, да? Изнаночная, лицевая. Потом подходим так, чтобы здесь все у нас совпадало. Все, вяжем до конца ряда. Довяжем до конца ряда, я к вам еще раз вернусь. Значит, повторю еще раз. Я провязала подошву. 29 петель у меня. Потом с правой стороны набрала 12 петель. Набрали. Провязали подошву. Набрали с левой стороны 12 петель. Всего у меня 53 петли. С изнаночной я провязала лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Начало ряда у меня начинается с изнаночной. 29 петель. Здесь тоже окончается с изнаночной. Все совпало. Теперь что мы делаем? Продолжаем вязать до начала пятой. Продолжаем вязать узором. Первую сняли. Изнаночная. Вытащили петельку. Лицевую сняли. Изнаночная. Таким же узором, как мы вязали подошву, продолжаем также вязать весь тапочек. Ввожу спицу, снимаю, изнаночная. Так провяжем до начала пятки, потом таким же узором закрою пяточку. Провяжем нужную нам длину. Изнаночная. Вот это крайняя петелька была боковая, которую мы закрывали. Протягиваем. Она у нас получилась лицевая. Но опять же, если у вас петель было больше или меньше, у вас может быть по-другому. Все, девочки, так вяжем до конца. Провяжем все это полотно. Опа. Все. Смотрите, все таким же самым, как вязали нашу подошву. Все, дальше одним полотном продолжаем. Дойдем до начала пяточки, я к вам вернусь. Провязала я нужную мне длину до пяточки. Сейчас буду закрывать пятку. Средние 13 петель я выделила на пятку. Вот я закончила по изнанке. Сейчас мы будем вязать пяточку. Что я хотела еще сделать? Вот готовый уже тапочек. Вот так вот он выглядит. Сразу, думаю, покажу. Сейчас я его замеряю. От мыска в свободном 24. Если немножко подтянули, 24,5 будет. Так что можете и на 38, и на 39, а в натяжку так и на 40 натянуть. Вяжем пяточку. Ниточку я оставлю, потом ее подвяжу. Тем же самым узором я продолжаю вывязывать пятку. Первую провяжу лицевой. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот 13-я петелька. Я ее снимаю.
закрывать буду по лицу лицевыми, по 2 вместе. Одна с пяточки, одна с боковой стороны. По лицу лицевыми, по изнаночной изнаночными. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 2 вместе изнаночной. Все, разворачиваем и продолжаем. У нас вот эта вот, которая шла косая перекрученная петля, она у нас переходит в боковую. Мы ее закрываем. Сняли. Первая у меня изнаночная. Дальше иду по узору. Одну вытянула, одну сняла. Одна изнаночная под петельками вытянула, лицевую сняла, изнаночная. Все, закроем пятку до конца, провяжем ее, закроем петли, потом сделаем окантовку. Ну, до туда я дойду еще. Все, 13 петелек. Последние 2 вместе лицевой. Все, закрываем пяточку вот так вот. Вот так вот. Вот этот шов у меня ой, шов. Вот этот вот ряд получился, переходит в лицевую. Вот так вот они все идут. Такая вот пяточка. Давайте довяжем пятку до конца и будем вместе делать окантовку. Закончила я пятку, закрыла петли. Что я дальше делаю? Посмотрите, у меня по всему тапочку вот это вот крайний ряд, вот косички везде идут без перекусов, ровненький. Сейчас мы будем набирать петли. Вот так вот, вот они идут, все ровненькие. Я буду набирать не за первую, вот она, эта косичка, не за первую дужку, а за вторую. Вот первая у нас остается на улице. Вот так вот. Первая остается перед работой за заднюю. Вот так по всему тапочку наберу петли. У меня 70 петель получится. Потом провяжу 7 рядов. Первый ряд изнаночная, второй лицевой, дальше опять изнаночная, платочная вязкая по кругу. Потом еще 2 ряда белым. Закрою и сделаю обвязку крючком. Вот так вот. Передняя дужка, первая дужка остается у нас впереди, а за заднюю мы набираем петли. Понятно, да? Вот она дужка. Набрали петлю. Можете на круговые спицы, можете на 5 спиц, кому как удобно. Я набираю первый ряд, провязываю спицами номер 2,5, потом дальше на номер 2 перехожу. В общей сложности получилось у меня 9 рядов. Я провяжу. Давайте наберем, провяжем платочной вязкой желаемую высоту. Может, у вас нитка тоньше или толще. Платочной вязкой провяжем вот эту вот высоту. Я к вам в конце приду и обвяжем вместе тапочек. Я провязала 9 рядов платочной вязкой. Последние 2 ряда я провязала белым цветом. Теперь сейчас что я делаю? Закрываю петли. Можно, кто не хочет заморачиваться, ставить так. Вот так по 2. Обычным способом закрываю. А можно немножечко обвязать. Так, сейчас. Вот соединила. Теперь что я сделаю? Раз, два, 3. И через 3 петельки. Раз, два, 3.
подушкой. Соединяю. Раз, два, три. Соединила. Раз, два, три. Вот так обвяжу весь тапочек. Вот такой у нас получается. Раз, два, три. В третью петельку. Соединила. Раз, два, три. Все, девочки, так вяжем до конца. Обвяжем весь тапочек. Можете не обвязывать. Можно оставить просто беленьким. Дело вкуса. На этом сегодня все. Всем всего доброго, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.